Глобальное расхламление на кухне – занятие полезное, а глобальное расхламление на маленькой кухне – занятие просто необходимое. Если на кухне катастрофически не хватает места для нужных вещей, если на ней сложно навести порядок раз и навсегда, то, возможно, кухонные шкафы просто захламлены предметами, о которых пойдет речь в этом видео, избавившись от которых даже самая маленькая кухня станет более просторной и вместительной. Приготовьте мусорный мешок или коробку. Мы начинаем глобальное расхламление на кухне. Всем привет! Меня зовут Саша. Если вы хотите освободить в своей кухне место для по-настоящему нужных вещей, начните с пересмотра заводских упаковок, которые вы храните. Это могут быть упаковки от самых разных предметов и вещей, которые хранятся у вас на кухне. Как правило, предмет в упаковке занимает больше места в кухонных шкафчиках, чем этот же предмет без упаковки, для которого организовано удобное хранение в вашем шкафу. К примеру, фольга, пергаментная бумага, пищевая пленка. Все это удобно хранить вертикально в подвесных органайзерах или просто банках и стаканах, нежели в их заводских упаковках. То же самое касается коробок от техники, ведь гораздо удобнее использовать блендер, если он лежит в специально отведенной корзине, и чтобы им воспользоваться, не нужно открывать и закрывать каждый раз коробку. Кроме того, убрав заводские упаковки, вы избавляете себя от дополнительного информационного шума, то есть от всех надписей, реклам, которые указываются обычно на этих коробках. А эти начатые коробки с остатками хлопьев, печенья, макарон или круп, не проще ли пересыпать их в банку или специальную емкость? Если имеющиеся емкости для сыпучих продуктов не вмещают в себя полную пачку продуктов, которые вы хотите в нее поместить, целесообразнее найти емкость большего размера. Причем не обязательно эта емкость должна быть больше в ширину. Используйте максимальную высоту в ваших шкафчиках. Это точно освободит дополнительное место на полке. Следующее, что можно смело выбросить прямо сегодня, это просроченные продукты. Думаю, комментарии здесь излишни. Об этом знают все, но напомнить никогда не бывает лишним. Третий пункт. Проверьте, есть ли на вашей кухне покупки либо подарки, не пришедшиеся вам по вкусу. Это могут быть различные аксессуары для кухни, созданные якобы для упрощения жизни, но на самом деле пользоваться ими ежедневно не приходится, а место на кухне они все-таки занимают. Возможно, вы, как и я, приобрели мельничку для сыра в Икее, но поняли, что сыром макароны вы посыпаете раз в год, и она у вас просто валяется. Не обязательно все это выбрасывать, просто сложите в отдельную коробку и поставьте возле двери. Быть может, для этих вещей удастся найти новых владельцев, способных оценить их по достоинству. И при следующем визите гостей попробуйте предложить им выбрать себе понравившуюся вещь из этой коробки. Следующий пункт – посуда. Посмотрите, вся ли посуда на вашей кухне находится в постоянном использовании. Возможно, есть что-то, что вы храните на всякий случай или потому что вам это также подарили. Возможно, вы уже не готовите так много, как раньше, и можно отказаться от парочки сковородок. Кстати, не храните сковородки и формы для выпечки в кухонных шкафчиках. Не занимайте место, которое вы можете использовать для хранения других нужных вещей. Лучше храните формы для выпечки и сковородки в духовке или ящике под ней. Любая техника, которой вы не пользуетесь на кухне, не должна там находиться. Продаем, отдаем, дарим ее и освобождаем дополнительное пространство на кухне. Избавляемся также от всех предметов дублей, которые есть на нашей кухне. Неужели правда есть острая необходимость в 2 открывашках, 2 овощерезках, 2 миксерах, 2 терках и тому подобное? Конечно, если мы готовим на свадьбу или роту солдат, и помимо наших рук есть еще минимум парочка, эти предметы могут быть задействованы при приготовлении пищи одновременно. Скорее всего, такие случаи очень редки, а то и вовсе не предвидятся, поэтому дубли лучше подарить вашей соседке. Разные безделушки, не относящиеся к кухне, тоже могут быть камнем преткновения на пути к рациональному использованию пространства на кухне. Статуэтки, декоративные свечи, фотографии на полках – все это, конечно, очень мило и трогательно, но если на кону порядок и удобная организация хранения, то такие безделушки лучше убрать из кухни. Если вы храните у себя на кухне чужие вещи, то сегодня самое время вернуть их владельцам. Зачем тратить свое свободное пространство на кухне? Наш дом – это не склад для случайных вещей. Кроме того, храня чужие вещи дома, мы рискуем, что они испортятся или разобьются, что может повлиять на наши отношения с их владельцами. Также убираем из кухни все, что не имеет к ней отношения. Утюг, ноутбуки, провода, игрушки – все это лучше хранить в специально отведенном месте. Избавляемся от чашек с отколотым краем и тарелок с трещинами. Мы достойны лучшего, и уж тем более достойны целой кружки и целой тарелки.
Я, к примеру, сегодня избавляюсь от такой красивой кружки из Египта. На ней появился отколотый край, и я больше не хочу ее хранить. Так как поездка была действительно чудесной, мои воспоминания не сотрутся от потери такой кружки. Также убираем из кухни старые лишние магниты. О них я не раз говорила в своих видео про расхламление. Видео расхламления посвящен целый отдельный плейлист на моем канале. Если вы хотите его посмотреть, то в описании я оставлю на него ссылку. Продукты, которые не пришлись по вкусу, также не должны занимать место в нашей кухне. Специи, новые масла, крупы, варенье, все то, что мы не планируем есть сегодня, завтра или хотя бы на Новый год, покидает кухню. Старые разделочные доски лучше вовремя заменять на новые, поэтому их мы тоже вносим в наш хит-парад вещей, от которых нужно избавиться уже сегодня. То же самое касается старых губок и тряпок для мытья посуды. Проверьте также, не висят ли у вас на холодильнике записки, потерявшие свою актуальность. Если да, убираем и уничтожаем. В выдвижных ящиках на кухне порой седает мелочевка, которую кладут в пакет при доставке еды. Саше с соусами, пластиковая посуда, трубочки, лишние палочки для роллов, рекламные буклеты и тому подобное. Все это тоже занимает свободное пространство и образует беспорядок. Старые пластиковые контейнеры тоже лучше пересмотреть. Возможно, они уже несут больше вреда нашему здоровью, чем пользы. Если вы не занимаетесь заготовкой варений, солений, компотов на зиму, не организовываете в стеклянных банках хранения, то целесообразнее убрать их из вашей кухни. Лично я не всегда спешу выбрасывать стеклянные банки, которые появляются у меня дома, потому что знаю, что можно их задекорировать и использовать для организации хранения. Например, как в этом видео на канале «Попробуй повтори». Здесь приведено несколько вариантов декора и использования стеклянных бутылок. Посмотрите, возможно, эти идеи пригодятся и вам. Ссылка будет в описании. А как вы используете стеклянные бутылки в домашнем хозяйстве? Напишите, очень интересен ваш опыт. Если вы пользуетесь многоразовыми полотенцами, то пришло время провести настоящую ревизию среди них и проверить, нет ли у вас застиранных до дыр кухонных полотенец, которые портят атмосферу и настроение на вашей кухне. Также сомнительно нахождение искусственных овощей и фруктов на кухне, особенно в маленьких кухнях. Лучше наполнить корзину свежими фруктами, ягодами и тем самым мотивировать себя и всю свою семью на их ежедневное поедание. Если на кухне пылятся кулинарные книги с рецептами, подумайте, зачем вы их храните, какой в этом смысл. Недавно я помогала своей бабуле проводить расхламление и обнаружила огромную пачку листов формата А4 с рецептами, распечатанными из интернета много лет назад, по которым ни разу не готовили. Они даже хранились не на кухне, а на балконе и были завалены другим хламом. Мы часто держимся за то, что не приносит нам пользы и радости только по привычке, или из-за страха, что скажут люди, или из-за чувства вины. И мы готовы терпеть из-за этого неудобства, нехватку свободного пространства. Хотя нужно просто задать себе один простой вопрос: зачем? Зачем я все это храню? Зачем это в моей жизни? Что будет, если я оставлю это в своей жизни еще на год? Я начну этим пользоваться завтра? Если мы честно ответим на эти вопросы, то нам будет очень легко и просто расхламить нашу кухню до того состояния, при котором находиться в ней будет комфортно и свободно. Если вы хотите подарить мотивацию и идеи для расхламления своей кухни своим друзьям, знакомым, то поделитесь этим видео в социальных сетях, либо в WhatsApp. Надеюсь, это видео вам было интересно и полезно. Спасибо, что сегодня были со мной. Всех целую, ваша Саша.